Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это настоящие новости страйкбола. У нас все как всегда, только оригинальный страйкбольный контент. Поехали! Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Итак, судя по комментариям к прошлому видео, вам зашли новости из мира реального оружия от Вани Савина. Поэтому, с вашего позволения, я тоже подкину пару таких новостей. Ребята из Калашников Медиа поделились некоторыми подробностями про новый пистолет-пулемет ППК-20. Ну как новый? По сути, это модернизированная версия ПП-19 Витязь. И если кто не догадался, ППК расшифровывается как пистолет-пулемет Калашникова в честь Виктора Михайловича Калашникова. Из особенностей, которые были показаны в ролике, лично я рассмотрел новый приклад, который ранее уже показывали на АК-19 и РПЛ-20, эргономичную рукоятку, как на АК-12, измененный переводчик режимов огня, комплектный глушитель и, похоже, измененную крышку ствольной коробки. Если я что-то пропустил, дополняйте в комментариях. А еще стало известно, что ППК-20 уже прошел госиспытание и пойдет в серийное производство. А это значит, что LCT и другие производители уже могут начинать работать над страйкбольной версией. И думать, что им делать с авторскими правами. Дмитрий Тарасов, это генеральный директор концерна Калашников, в своем инстаграме засветил прототип нового карабина АК-521, калибр 5,45 на 39 мм. По фотографиям можно заметить, что в 500-й серии компоновка оружия состоит из верхнего и нижнего ресивера почти как у М4. Это, кстати, родило целую кучу бугуртов в комментариях. Сам Дмитрий Тарасов комментирует, что у новинки ствол и верхний ресивер являются единым целым, цевье свободно вывешено, а магазины и аксессуары подходят от 100-й серии. Да, у нас ствол совмещен с коробкой, с оптикой. И всегда остается таким неважно как мы разбираем, собираем оружие для чистки. Посмотрим, конечно, во что выльется этот проект. Но, ребята из LCT и Arcturus, поставьте там это в свой план. Помните, я рассказывал про страйкбольную АЕК-версию ПП-2000 от российской мастерской Шталь Airsoft? Так вот, проект не умер, и работы по созданию пистолета-пулемета продолжаются. Более того, нам удалось добыть несколько эксклюзивных подробностей и даже фоток. Стенки гирбокса будут свои уникальные с быстросъемной пружиной, изготовлены на ЧПУ-станке из алюминия. Хоп-ап М4 типа немного доработанный. Нозл как у М4, голова поршня и цилиндр стандартные, голова цилиндра доработанная, тапет свой алюминиевый. Аккумулятор будет размещаться между верхней частью гирбокса и корпусом. И еще показали прототипы механических магазинов на 30 шаров. Понятное дело, что на текущем этапе ценник посчитать невозможно. Когда этот проект дорастет наконец до серийного продукта, лично мне пока неизвестно. А вот газовая версия ПП-2000 от Modify уже успела приехать в Россию и продается в магазине Airsoft Rus по цене 23 тысячи рублей за штуку. Кто очень ждал эту новинку в продаже, успевайте, она прямо сейчас продается. Еще одна внезапная новинка в ассортименте Airsoft Rus — это АЕК-версия Scar L от Цima. Да, вы не ослышались, Цima теперь делает скары, и теперь вы можете купить скар по цене 17 тысяч рублей. А еще в Airsoft Rus появился большой ассортимент страйкбольных версий оружия времен Второй мировой от Snowwolf. Там есть и ППШ, и МП-18, и М3А1, и ПП Томпсона, и даже Беретта образца 1938 года. Ссылки на все это я оставил в описании. Мастерская Bulgir Customs адаптировали алюминиевые стенки гирбокса для СВД под АЕК СВД от Цima. Обещают две версии с быстросъемной направляющей пружины и стандартную версию. А еще они обещают самый низкий ценник из всех фрезерованных стенок для СВД, что не может не радовать. Это особенно актуально в случае с Цima. Сегмент-то бюджетный. Помимо этого, Bulgir делают свои шестерни для этого гирбокса. Говорят, что они будут готовы уже в этом году. Немного новостей про МП-443 Грач от Raptor Airsoft.
К сожалению, по информации от первых владельцев, в первой партии этих пистолетов есть проблемы с нозлом, протеканием магазина и работой предохранителя. Но Raptor Airsoft говорят, что уже исправили эти проблемы и выпустили новую версию MP443 Evolution. Свежая партия уже поехала в США и Европу. Какая версия будет продаваться в России, лично мне пока неизвестно. Ars Arma сделали свою версию быстрых пистолетных подсумков с боковыми направляющими ТАКа. Помимо своей формы направляющих, подсумок отличается материалом этих самых направляющих. В отличие от оригинального ломкого на морозе пластика от High Speed Gear, пластик от Ars Arma адаптирован не только под теплую погоду, но и под низкие температуры. При этом он более легкий, чем полиуретан. То есть пластик легкий, не ломкий и хорошо фиксирует магазин. Остальные материалы, как обычно, это оригинальная ткань кордура, жаккардовая стропа, фурнитура Nexus, и все это выпускается в разных цветах. Ценник 850 рублей за штуку. Если вы занимаетесь моделированием корпуса морской пехоты США на современку, то у меня для вас хорошие новости. Компания ASG анонсировали новую линейку спринговых снайперских винтовок МК-13. И да, в этой линейке есть МК-13 Mod 7 в расцветке TAN, которая с 2019 года призвана заменить М40. Помимо полноразмерной версии в расцветке TAN будет доступна укороченная версия в расцветках черный, TAN и олива. Кстати, новинка полностью лицензирована Accuracy International, что опять же должно радовать игроков, которые занимаются моделированием корпуса морской пехоты. Ценник я пока не знаю, но в скором времени винтовка уже должна появиться в продаже. Tokyo Marui тоже решили порадовать любителей моделирования. В этот раз анонсом газового карабина МК-18 Mod 1. Как и другие газовые карабины от Marui, МК-18 Mod 1 построена на основе газовой системы Z-System. То есть работает она точно так же хорошо, как, например, М4А1 MWS. Продукт лицензионный, поэтому правильная внешка, лицензионные маркировки и даже покрытие церакот. Все как положено. На японском рынке новинка продается с 8 октября этого года. Ценник $700. Lambda Defense анонсировали АЕК-пулеметы МК-48 на 80% сделанные из штампованной стали. Ствол и фурнитура тоже из стали. Ценник $1000. Антуражно, тяжеловато и дороговато. Все как вы любите. Планируется две версии МК-48 Mod 0 и МК-48 Mod 1, которые отличаются обвесом. Короб пулемета может подавать шары как автоматически при стрельбе, так и по нажатию кнопки. Еще обещают реплику глушителя Surefire RC762 с установленным трассерным модулем, который может подсвечивать даже красные шары. Скорее всего, это будет модуль от Ace-Tech. В продажу пулеметы обещают запустить уже к Рождеству. Еще Lambda Defense засветили, что работают над M240L, но подробностей у меня пока нет. Компания Matrix вместе с EMG выпустили наборы для очистки внутреннего стволика вашего страйкбольного оружия. Набор состоит из складного шомпола, длину которого можно регулировать в зависимости от длины стволика, рукоятки для шомпола, двух насадок с ветошью, насадки с проушиной, салфетки и кейса для переноски. Заявленный ценник $16. Дорого это или нет? Вопрос для диалога. С одной стороны, на Алике продаются разборные шомполы для чистки оружия под калибр 22 ЛР с латунными щетками за 400 рублей. Не спрашивайте, ссылку, если что, я сразу оставил в описании. С другой стороны, Matrix предлагает готовое решение, которое точно не расцарапает внутренний стволик вашего страйкбольного оружия. Выбирать вам. Российская мастерская The Jack Custom работает над комплектом конвертации дробовика Remington M870 от ЦИМа в КС-23. То есть карабин специальный, огнестрельный прототип которого разработан не из спецтехники МВД СССР в 1970 году. Комплект конвертации будет состоять из цевья, короткой рукоятки, мушки, целика, накладки на ствольную коробку и заглушки фальш-магазина. Ценник пока не называют, но говорят, что в продаже появится уже совсем скоро. LCT продолжают работать над различным обвесом для страйкбольных версий российского оружия. В этот раз повезло владельцам AS-VAL и SR3M. Теперь они тоже могут насладиться репликами планок, рукояток и антабок от Zenit в исполнении LCT. По понятным причинам все опять без маркировок. G&G решили, что нужно подлиннее, и анонсировали новую линейку пистолетов Piranha SL. От стандартных пистолетов серии Piranha новинки отличаются длиной ствола и затвора. Затвор, кстати, алюминиевый.
Хоп-ап все так же регулируется с помощью специального ключа без необходимости разбирать пистолет. Все так же установлен запатентованный керамический цилиндр, который сопротивляется замерзанию, а также улучшенный боевой клапан, который называют экономичным и стабильным. К этому пистолету будет выпускаться два вида магазинов. Стандартный магазин на 25 шаров и декоративный магазин с имитацией патронов, рассчитанный на 20 шаров. Да, он длиннее, но шаров там всего 20. Ценника на пистолеты я пока не знаю. Minecraft, не путать как Google с Майнкрафтом, запустили предзаказ на новый приклад-баллон МААС второго поколения для М4 серии. В прикладе сразу есть регулятор микро HRR, который может работать в диапазоне давления от 40 до 250 PSI. Соответственно, приклад будет работать со всеми ВВД-системами, которые работают в этом диапазоне. К сожалению, этот приклад работает только с небольшими баллонами емкостью 210 мл. Заявленный ценник $260. Отгрузки должны начаться уже в конце этого года. Ars запустили предзаказ на новую спринговую снайперскую винтовку MSR-303. По сути, это продолжение идеи MSR VR, на которую я уже делал обзор, но в современном обвесе. Ресивер, цевьё и приклад выполнены из алюминия марки 6063 на ЧПУ станке. Ствол из карбона. Масса всей винтовки 3 кг 700 грамм. Неполная разборка винтовки происходит без инструментов. В разобранном виде винтовка помещается в специальный кейс, который идет в комплекте. Насколько я понял, внутрянка там точно такая же, как у MSR VR, то есть как у Ares Striker. Ценник на наши деньги около 50 тысяч рублей. Revanhist Airsoft выпустили очень важную деталь для всех владельцев AEG-версии MP7A1 от VFC. Нет, это не тапет, который часто ломается и который сложно найти. Это боковые планки с интерфейсом M-Lock, чтобы вы могли установить на свой MP7 обвес с креплением M-Lock. Ну или вначале RIS-планку, а потом обвес с интерфейсом RIS. Так, стоп, можно же было сразу поставить на RIS-планку. Ценник $20. Щедрое и полезное предложение. CRW сообщили о выпуске усиленной пружины и комплекта направляющих на Colt 1911 от VFC. Жаль, что эти пистолеты, мягко сказать, не очень распространены на территории России. Да и насколько я понял, за рубежом его тоже практически сейчас невозможно купить. Laylox под брендом Nitro анонсировали новые M-Lock цевья для AEG-приводов MP5 серии. Цевья выполнены на ЧПУ станке из алюминия. Есть две версии: полноразмерная для стандартных MP5 и укороченная для MP5 Kurz. Обещанный ценник 10 400 рублей за полноразмерную версию и 7100 рублей за укороченную. Не очень гуманно, но кто мы такие, чтобы диктовать Laylox, за сколько им продавать свой обвес на наши страйкбольные игрушки. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал. Это были настоящие новости страйкбола. С вами был Евгеньевич. До скорого!